Последнее время с нашим Солнцем что-то не так. 22 февраля 2024 года на нем особенно ярко засияло продолговатое пятно. Это на звезде произошла мощная вспышка, а сразу за ней еще одна. Ученые отметили, что два таких сильных события подряд случаются исключительно редко. После каждого из них звезда теряет огромное количество корональной массы, истощает запасы энергии и нуждается в восстановлении. Если Солнце начало строчить как из пулемета, значит вступило в фазу максимальной активности и работает буквально на износ. Светило подтвердило это уже 23 февраля, выбросив больше плазмы, чем за оба предыдущих раза. Последствия столь мощного залпа могли вызвать катастрофу на Земле. Однако нам повезло. Вспышки оказались локализованы в короне Солнца, так что не привели к крупным выбросам вещества в межпланетное пространство. Но ситуация может повториться в любой момент, причем по более неблагоприятному сценарию. Солнце выстрелит прямо в Землю, изрешетив атмосферу потоком заряженных частиц, что в этом случае будет с планетой и со всеми нами. После вспышки солнечный ветер понесет к Земле огромный поток высокоэнергетических частиц. Считается, что выбросы исходят от крупных темных пятен на звезде, корональных дыр. Это наиболее активные, но прохладные области Солнца, с температурой на 1500 кельвинов меньше окружающей фотосферы. Иногда они образуются целыми группами по 150 и более дыр. Периодически под действием магнитного поля происходит их неожиданное сжатие. В результате формируется плазменный жгут длиной в десятки или сотни тысяч километров. Он может нагреться до температуры 10 миллионов кельвинов, после чего происходит взрыв. Жгут отрывается от звезды и летит в межпланетное пространство. Потоки электронов, протонов и других заряженных частиц на скорости до 1000 км в секунду мчатся в разные стороны, в том числе к Земле. Солнце находится на огромном расстоянии от нашей планеты, равном почти 150 миллионам километров. И все равно первые световые признаки взрыва видны на Земле уже через 8 минут. А ионизированные частицы долетают до нас всего за 2-3 суток. Глобальное магнитное поле перенаправляет большинство из них на полюса. Только небольшое количество частиц проникает в атмосферу, испуская лучи при столкновении с молекулами газа. Большие сложные пятна, по словам научных сотрудников обсерватории солнечной динамики НАСА, могут вызвать более серьезные события, чем обычные. На Солнце возникают протонные бури или формируются огромные плотные облака энергетических частиц из короны. Если они долетают до Земли, то зачастую пробивает ее магнитное поле. Сила этих прилетов оценивается по разным шкалам. Для нас более понятен индекс G, который разделяет события по степени их опасности на 5 уровней. Первый, G1, отражает незначительные магнитные возмущения, которые происходят около 1700 раз за 11-летний солнечный цикл. Это мало что меняет в нашей жизни. Могут возникнуть слабые колебания электросети, незначительные сбои в работе спутников и особенно яркие северные сияния. Мы практически не замечаем такие возмущения в атмосфере, равно как и солнечные бури второго уровня. G2 означает умеренные геомагнитные возмущения, которые происходят примерно 660 раз за цикл. Иногда они способны привести к перепадам напряжения в сетях и повреждению трансформаторов в северных широтах, внести коррективы в движение космических аппаратов. Когда Солнце бунтует, полярные сияния возникают дальше от полюсов, длятся дольше обычного и сияют ярче. События типа G3 намного серьезнее. Во время них заряженные частицы так сильно бомбардируют атмосферу, что вызывают уже настоящие магнитные бури.
Они происходят примерно 200 раз за цикл солнечной активности и наносят ощутимый вред инфраструктуре. Нередко возникают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи, требуют корректировки напряжения в энергосистемах. Однако значительного сбоя техники не происходит. В то же время полярные сияния радуют своей красотой тех, кто находится вблизи от экватора. Но метеозависимым людям в это время не до красот природы. У них могут разболеться голова, подскочить кровяное давление, обостриться хронические заболевания. Хотя тем из нас, кто ничего не ощущает, тоже нужно внимательнее относиться к своему здоровью. У всех жителей планеты магнитное возмущение с индексом G3 ухудшает выработку мелатонина и вызывает стресс. Из-за этого вы можете почувствовать слабость, нервозность, тахикардию. В организме происходит сужение артериальных сосудов и сбои в работе сердца. Еще хуже, когда мощный кулак солнечных частиц изо всех сил бьет по Земле. Такие события G4 наблюдаются около 100 раз за цикл и характеризуются как тяжелые. Они выбивают защитное устройство энергосистем, создают опасные электрические токи в трубопроводах, ухудшают радиосвязь и спутниковую навигацию. Правда, все это сопровождает великолепное световое шоу, которому нет равных в мире. Сияние аврор разноцветными фейерверками озаряют небо. Северными их уже назвать сложно, поскольку сияния видны даже в субтропических областях, например, в Каире. Но когда большие пятна вызывают на Солнце очень мощные вспышки, начинается настоящий ад. События уровня G5 повреждают или полностью выводят из строя энергосети, спутники и радиосвязь. Образуются сильные токи в трубопроводах. В эти периоды у многих людей серьезно ухудшается здоровье. Сильные магнитные бури серьезно нарушают гормональный фон организма, изменяют состав крови, она становится более вязкой, появляется большой риск образования тромбов. Поскольку кровь густеет, ухудшается и кислородный обмен во всем организме. В результате могут пострадать мозг и нервная система. Но на этом шкала заканчивается. И, казалось бы, нас не ждет ничего ужаснее, чем события G5. На самом деле, многие ученые выделяют еще мегасильные бури. Они не вошли в индекс G, возможно, из-за их редкости. За последние 150 лет исследователи насчитали всего 6 таких событий, то есть в среднем одно на 25 лет. Во время этих вспышек звезда выделяет гигантское количество энергии, равное 160 миллиардам мегатонн тротила. Примерно столько же составил бы объем мирового потребления электроэнергии за миллион лет. Ученые из университета Уорика говорят, что точные последствия для Земли в этом случае предсказать нельзя. Можно лишь утверждать, что полярные сияния вспыхнут уже по всей планете. Вполне вероятно, что среди них будет особый вид сияния – стив. Его потрясающие фиолетовые и реже белые светящиеся ленты во время геомагнитной бури в августе 2022 года наблюдали даже, например, в Пенсильвании. Ученые точно не знают природу странного стива, но чаще его видят во время мощных солнечных возмущений. Впрочем, невероятные авроры будут единственным приятным событием во время магнитных ураганов. Об этом свидетельствуют ужасные удары стихии в прошлом планеты. Вот что произошло 2 сентября 1859 года. Британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал за гигантской вспышкой на Солнце. Через 18 часов на Земле началась одна из самых сильных геомагнитных бурь, которые нам известны. В тот момент во всей Европе и Северной Америке отказал телеграф. От сильного напряжения сгорело немало телеграфных столбов. А в октябре 2023-го исследователи открыли нечто более ужасное. Этот случай назвали «событие Мияки». Оно произошло очень давно, около 14 тысяч лет назад. Эксперты оценивают бурю как беспрецедентную в истории Земли. Древний апокалипсис, вероятно, достиг немыслимой силы.
длился очень долго и нанес нашему миру серьезный ущерб. Впрочем, оба раза человечество наверняка быстро оправилось от удара. Тогда цивилизация не зависела от электричества, как сейчас. В наше время подобное событие может привести к настоящей катастрофе. Мегабуря способна полностью вывести из строя электросети, электронное и авиационное оборудование, а спутники с орбиты начнут падать прямо на головы людям. Космический шторм может добраться даже до глубин океана, разрушив подводные кабели онлайн-связи. Это приведет к глобальному интернет-апокалипсису, который продлится несколько месяцев или больше. Ущерб мировой экономике может составить миллиарды, а то и триллионы долларов. Но отсутствие света, компьютеров и телевизоров покажется настоящей мелочью по сравнению с другими последствиями солнечного урагана. Засухи, наводнения, землетрясения, цунами. Ученые нередко связывают их с солнечными бурями. Так, по наблюдениям исследователей, максимальная частота землетрясений зафиксирована в периоды высокой солнечной активности. Это могло быть одной из причин 9-бального землетрясения в 2004 году в Индонезии, которое вызвало огромное цунами. От удара стихии пострадали также Индия, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Сомали. Тогда погибло свыше 283 тысяч человек. Еще 14 тысяч людей пропали без вести, и более миллиона лишились крова. В течение последних 2 десятилетий на Земле не было магнитных мегабурь, и вполне логично, что в ближайшее время ожидать следующую. Тем более, что Солнце вышло на пик активности, причем досрочно. Солнечный максимум должен был начаться в 2005 году, а произошел в январе 2024. Но физики Национального центра атмосферных исследований в Колорадо не считают это аномалией. Они оценивают солнечные циклы не в 11 лет, как принято считать, а в 8. Такой вывод исследователи сделали на основе данных о полярных сияниях в хрониках корейских монархов. В астрономических разделах летописей часто говорится о красных парах или парах, подобных свету костра. Исследователи считают, что это описание относится к западно-тихоокеанской аномалии, области над Кореей, в которой часто наблюдаются алые авроры. В отличие от других сияний, они надолго сохраняются даже при снижении солнечной активности, поскольку магнитное поле Земли в том районе тоньше. Ученые считают аномалию отличным индикатором прохождения солнечного цикла. А она указывает на появление кровавых полярных сияний каждые 8 лет. Нынешний максимум, по мнению исследователей, продлится аж до октября, дольше, чем прогнозировалось ранее. Также предполагалось, что в этот раз пик активности светила будет слабым, с максимальным количеством солнечных пятен в короне не более 115. По новому прогнозу, наибольшее число дыр в 2024 году станет колебаться между 137 и 173. Предварительные расчеты показали, что в этот период ожидается около 20-30 солнечных штормов. 15% из них могут достигнуть максимальных значений. Но эксперты из Координационного центра космической погоды Европейского космического агентства не согласны с тем, что солнечный максимум уже наступил. Иногда Солнце просто немного хитрит. Даже если кажется, что наступил пик его активности, он может быть как бы локальным и продлиться совсем недолго. Тогда расчетные данные за короткий период не должны применяться для всего цикла. К тому же Солнце способно показать двойные максимумы. Это означает, что первый пик активности может быть не самым высоким. За ним вполне вероятно последует еще один, который окажется намного сильнее. Чтобы лучше в этом разобраться и смягчить гибельные последствия солнечных штормов, конечно, нужно своевременно о них узнавать. В настоящее время нашу звезду изучают несколько космических аппаратов, в том числе Солнечная гелиосферная обсерватория, обсерватория солнечной динамики.
Также в 2020 году НАСА и Европейское космическое агентство отправило к светилу зонд Solar Orbit. Он находится в 42 миллионах километров от Солнца, внутри орбиты Меркурия. Их данные помогут вовремя извещать нас об экстремальных событиях на Солнце. Спутники и телескопы дают 27-45-суточный, 7-суточный, 2-суточный и 1-часовой прогноз космической погоды. При этом надежность 2-суточного прогноза составляет около 30-50%, а 1-часового все 95%. Сейчас, когда Солнце находится на пике активности, точность здесь особенно важна. Но в 2025 году бурная деятельность светила пойдет на спад. Тогда, наверное, можно будет с облегчением выдохнуть. Хотя некоторые ученые считают активность Солнца положительным явлением и надеются обернуть ее в пользу человечества. Исследователи из Вашингтонского университета разработали проект электростанции, способной питаться электронами солнечного ветра. Если смастерить несколько тысяч таких аппаратов, то энергии какой-нибудь очень масштабной космической бури нам хватит на века. Но в любом случае людям важно знать о каждом шаге своей звезды и быть в курсе всех ее планов. С этой целью ведется создание самого большого в Европе солнечного телескопа для изучения космической погоды. Его планируют запустить в 2028-2029 годах. Телескоп будет очень подробно изучать процесс нагрева солнечной плазмы, секреты магнитных полей нашей звезды и постарается выявить неизвестные ранее крошечные магнитные структуры, которые, возможно, играют важную роль в формировании солнечных бурь. С помощью искусственного интеллекта ученые надеются обрабатывать огромные объемы данных, полученных телескопом. Предполагается, что обсерватория будет выдавать петабайт данных в день. Это примерно эквивалентно объему данных, используемому для хранения более 220 тысяч фильмов. Вероятно, тогда солнечный максимум действительно будет нам не страшен. Просто порадует особо прекрасными полярными сияниями и, может, даже подарит чистую энергию, так необходимую человечеству.